Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за нашими прямыми эфирами. Андрей Золотарев на связи прямо сейчас. Андрей Владимирович, приветствую вас. Добрый вечер, Александр. Всем большое спасибо за то, что следите за всеми эфирами, ну и, конечно, за то, что ставите лайки. Это вещь такая нужная, это вещь, что называется, полезная. Подпишитесь на Андрея Золотарева на YouTube, конечно же, и давайте общаться. Общаться можно посредством нескольких, скажем, вариантов. Вариант первый — это закрытый клуб телеграм-канала «Шелест». Это закрытое сообщество зрителей, в общем, интересные дискуссии и, в общем, свежее там видео, аудио, в общем, такое, прямой доступ. И там есть возможность задать вопрос. Также в сообществе YouTube абсолютно открыто, есть анонс нашей встречи. Все уже оценили заставку с большими буферами. Собственно, об этом мы и поговорим. Там тоже люди оставляют свои вопросы по поводу того, к чему все идет. Попробуем разобраться сегодня. Однозначно какие-то наметки, в принципе, выработаем и дадим. Ну и, конечно, чат-трансляции. Чат-трансляции, милости прошу, но в самом конце. Живое общение, припасите свои вопросы, заранее не пишите, потому что улетают сообщения, но остается голосование. И оно сейчас вот такое. Купянские успехи ВСУ. Это варианты ответов. Потужно Зеленский укрепляет позиции США. Ну, с США имеется в переговорах, в этом всем, да, в том, что мы сегодня будем обсуждать. Второй вариант. Прикрыли договорняк обмена землями. Ну, то есть, в принципе, понятно, что Купянск не входит по всем документам, которые сейчас прорабатываются, никуда, как и ряд других территорий. Поэтому, собственно, с боями такими победными отступают одни, и потом другие будут отступать тоже с победными боями для другой стороны. В общем, и так и обменяются землями. Ну вот, достигнут результатов, и никто не скажет, что это такой хитрый договорняк. Следующий вариант. Это просто жест доброй воли Российской Федерации. Ну, просто взяли, там чего-то отошли, и все, да, и как бы это специально они так делают, чтобы не было претензий, вот так вот решили, чтобы переговоры не сорвать. Ну, или это все временно, скоро все покатится назад, причем стремительно, в общем, такие 4 варианта. Давайте с этого начнем, потому что это такая картинка дня, которую сегодня Зеленский запустил, показал свой новый 17 Pro, наверное, Pro или Pro Max, в общем, новый 17 iPhone, и записал возле Стеллы обращение, мол, смотрите, Путин 10 дней назад говорил, привезет журналистов по кварталам поводить, а тут вот я стою на фоне Стелла Купянска. Возникают вредные вопросы о том, кто занимался вопросом обеспечения безопасности. Если там километр до российских позиций и 500 метров до серой зоны. Это же, ну, как это, килл-зона, то есть там, где цена жизни помушка. Именно так. И второе. У военных это уже дурной знак. Если президент фотографируется на фоне Стеллы, ну, значит, быть беде. Вот это мы помним и протесты в Бахмут, и Авдеевку, и чем все это закончилось. Вопрос в другом. Возможно, вот это показательное выступление, да, когда героизм одних потом прикрывает проколы других в этой ситуации. И как знать, там не проснемся ли на завтра или в понедельник с новостями о том, что очередной кризис, а резервов нет. Но картинка получилась, безусловно, эффектная. Для субботнего общения с европейцами и с Трампом в самый раз. Ну, безусловно, показать то, что еще есть порох в рукавницах, есть еще карты в рукаве. Ну, знаете, от этого, помня предыдущие подобные сюжеты, ну, грустно. Ну, скорее всего, таки, да, вот последний вариант. Да, тут подсказывают мне, что это был в чате трансляции iPhone 17 Pro Max. Все-таки последний, самый, что ни на есть. Интересно, терабайтник или нет. Но давайте, собственно, от этой грусти и потужности перейдем к сути вопроса. А она как раз-таки очень и очень пикантная. Тут пресса сообщает, что Умеров захаживал к Паттелю, директору ФБР, во время своих встреч в Майами. Придает это особой пикантности как бы всему происходящему.
трепу на фоне как бы выборов, да, которые Трамп запустил в Украине, а Зеленский как бы поддержал. Говорит, Ухватился. Я бы сказал, ухватился обеими руками. Вот так, потому что это позволяет еще, дает возможность еще попетлять, еще там поманеврировать. И, безусловно, то, что многие ищут даже скопление судов в Одесском порту. Вот видишь, никогда столько судов не было. Это вот точно что-то готовится к Рождеству. Ну, а это вчера говорили. Ну, а сегодня по одному из этих судов, там, по-моему, этот паром Турецкий, по нему прилетело. Горит в Одесском порту. Вот. Поэтому такие попытки искать разведпризнаки того, что вот-вот остановится, ну, в нынешней ситуации они контрпродуктивны. нет, ну погодите, выборы это вообще другая история. Подоляк выходит, говорит, дайте мне, пожалуйста, денег, ну, мне, Украине, да, Украине, денег, и вы торгуете перемирие, потому что без перемирия невозможно готовиться к выборам. А потому что выборы это же и процесс агитации тоже, и процесс там встречи с избирателями, поэтому давайте. Это, я думаю, завтра будут активно продавливать. Вот давайте перемирие, чтобы мы могли провести выборы. Господин Трамп, вы же хотите выборы, ну вот давайте поднажмите, чтобы согласились. Но это как раз европейские, то, что 100% Кремлю не зайдет. Это то, что не будет однозначно принято. Ну, а я не раз говорил о том, что выборы в условиях военного положения, знаете, когда заходишь на дебаты, а выходишь со 111 статьей, например, а подсчет голосов будут вести там сотрудники ТЦК или присутствовать в виде наблюдателей. Ну, шикарные выборы. Как говорил дедушка Ленин, кажется, по форме так, а по существу издевательств. Поэтому выборы во время военного положения, ну, на них и Владимир Александрович может победить. Не хочу уже 4-й раз рассказывать анекдот про то, как ну, старый бородатый анекдот про то, что про две новости, хорошую и плохую. То есть плохая то, что за вас никто не голосовал, а хорошая то, что вы победили. Вот, есть такой бородатый анекдот. И неважно, кто как голосует, может быть, 90% против Зеленского, важно, как посчитают. Ну, например, вырубят в 20:00, вот, у меня с 18:00 отключено электричество. Что ничто не помешает вырубить в 20:00 в немалонадежных областях, там, устроить такой локальный блокаут и нормально посчитать. А как это делается, ну, знаете, это еще с 90-х, давних 90-х годов прекрасно помню, как делались вбросы там, по пачке бюллетеней под свитеры, когда вываливаешь урну, в темноте же там не видно. Вот так вот. Поэтому идея выборов во время военного положения, ну, это такая шикарная идея для Владимира Александровича Зеленского. Это потянуть время и попробовать еще и задержаться у кормила власти. Многие считают, что этот ход достаточно, ну, таких нескольких зайцев убивает Зеленский, когда фотографируется на стелле Купянска, с одной стороны. Но если брать как бы здравомыслящих людей, они понимают, стойте. То есть вы за 500 метров отправляете верховного главнокомандующего, который, извините, там запинается, язык у него как бы ломается, потому что вокруг взрывы, вы его туда засовываете. Это, ну, правда, шаг отчаяния. Выглядит как шаг отчаяния политического. С другой стороны, дает, видите, какие бонусы. Он же потом поехал в бункер, и в бункере провел награждение. И там красиво все, говорит, вот, Купянск наш, не отдадим, ура, награды всем раздал. То есть картинка, в принципе, как политтехнологу к вам обращаюсь, очень и очень даже предвыборная. Получается, что, ну, то есть Зеленский тоже уже, вот можно все его действия рассматривать как предвыборные. Давно, то есть кто бы что ни говорил, но там такие элементы такой социальной коррупции, как повышение зарплат учителям, кто в основном работает на выборах, кто занимается такой агитацией, обработкой там родителей, даже детей, не секрет, особенно учителя, особенно в одноэтажной Украине, вот анонсированное в бюджете повышение зарплат учителям, это из того же разряда. Денег нет, но зарплаты повышают.
Ведь, опять же, люди сведущие говорят о том, что с учетом проблем с наполнением бюджета, особенно в условиях блокаута, ну, там еще миллиардов 20 мы не досчитаемся. Только на вот этих стрибках с электроэнергией. Поэтому такой режим заигрывания, то есть когда власть начинает отрабатывать две мизансцены, рубка голов худых бояр и раздача шуб с царского плеча, ну, когда пахнет выборами. То есть, и это мы уже наблюдаем. То есть вот явно эта идея очень понравилась Зеленскому, товарищи, тем более сейчас идет такая перегруппировка. Они немножечко отошли от шока с Миндичгейтом и пытаются адаптироваться к нынешним реалиям. То есть, ну, получится ли, это другой вопрос. Но пока, ну, если возможности петлять еще остаются. Эти возможности сужаются радикально. Возможно, они 25-го может таки случиться развязка, ибо тот дедлайн, который нарисовал Кушнер, ну, он никуда не делся. А как вы видите развязку после дедлайна? Ну вот смотрите, все идет как идет, Зеленский бьет по судам, получает в ответ по Одессе. Ну вот, кстати, если, собственно, есть, ну, конкретно и вот видео этого удара, причем голоса все не украинские, не русские, да, турки в шоке, прилетело, это порт Одессы, бегут, что-то рванет. Так назад, да, пару часов назад Путин с Эрдоганом там предлагает Путину, говорит, давай мораторий на такие удары и так далее, и так далее. Хотя тут же прекрасно все видят, кто первый начал, как именно и почему. Разница, смотрите, удар баллистикой пришелся по судну, баллистикой. А там Sea Baby, вот эти все. Плюс еще сегодня, как вот специально как-то дергают за усы, отчитались о некой операции в Каспийском море. Два судна, которые перевозили оружие, были поражены тоже какими-то дронами или чем-то поражены. В общем, какая-то черная искра, подполье украинское в тылу России в Каспийском море вот совершила такой акт. Но понимаете, в чем дело? Вот вы так упомянули эту историю. Да, действительно, люди говорят, смотрите, сколько судов в Одессе. Так вот, что с ними со всеми может случиться. Да. Ну, объяснение простое. Возможно, как раз повреждение портовой инфраструктуры, дефицит докеров, и, ну, возникает пробка. То есть не успевают разгружать. И поэтому отнюдь не потому, что там пахнет миром, и там все ломанулись в Одесский порт. Причины могут быть банальны. Но кто-то не наигрался в морской бой, похоже. Понятно другое, вы абсолютно правильно сказали, дергает за усы, поскольку, ну, Sea Baby, ну, дроны, да, это болезненно, но утопить танкер дроном, это, по-моему, задача непосильна. Вот когда баллистика прилетает, это как-никак все-таки там 50-400 кило боевой части. Ну, разница очень ощутима. Очень интересно сейчас выглядит вот эта вся история с буферными зонами. Смотрите, вместо того, чтобы уйти с территории Донбасса, а все же четко говорят, уйти, Трамп говорит, да, вопрос сложный, будет раздел Украины. Ну, как, без него не обойтись. Зеленский начинает вчера искать какие-то формулы типа, а давайте сделаем свободную экономическую зону. Или, например, мы не будем уходить с территории Донбасса, выводить войска, мы просто будем так создавать буферную зону. Об этой буферной зоне сегодня высказывался Ушаков, говорит, что весь Донбасс российский, все по Конституции. Да, возможно, войск российских не будет той части Донбасса. Будет развалие, будет полиция. Ну, то есть, смотрите, мы уже видим какие-то общие очертания судьбы Донбасса по состоянию на сейчас. Если да, то какие они? И вот эта вот история с опять подаляком, да, который сегодня, скажем так, осечку дал Лефигера, по-моему, да? Говорит, да, Украина согласна на демилитаризованную зону. И тут сразу Литвинова говорит, это неправильно перевели, неправильно. Трудности перевода. Ну, по-моему, Подоляк уже еще не допил кофе в Ялте. Ну, знаете,
Ну, у меня такой все-таки такой, опять же, чисто политтехнологический. Этот пошел такой, пошли такие вбросы. Может быть, пытаются приоткрыть окошко Лавертона. Но как-никак все-таки, кто бы что ни говорил, ну, Подоляк вышел не случайно. При всей глупости заявления, но тем не менее, как бы информационно глобалисты не сидят сложа руки. И понятно другое, то, что вот это из серии, как когда-то верховые, ну, когда стояли, крутили наперстки, кручу, верчу, запутать хочу. Вот так, но что там, Вашингтон Пост, Financial Times, ну, я бы не ссылался как на серьезные источники, поскольку тут напускают туман, а отталкиваться надо от того, что фактически. Фактически пока мы видим там, что нет желания выполнять, ну, скажем так, идти на то, что требует Трамп. А по сути, ну, ничего же подписывать не надо. То есть там, отдать распоряжение о комплексе мер там, по прекращению огня, там, по отводу частей, и все. Но Зеленский прекрасно понимает, что то есть это для него может оказаться финальным решением. Естественно, не спешит, пытается затянуть время. Вот это петляние, но чем дальше, тем у него меньше возможностей это сделать. И я так думаю, все-таки 25 декабря, там, ну, может быть, там недели больше, там недели меньше, но так или иначе касса впереди маячит. Вот вы говорите, там, Зеленский, дело Минтича стухает. Так на этой неделе напомнил Коломойский о Минтиче, причем напомнил технологично. Как оцениваете историю с покушением, не состоявшимся, но с арестованными злоумышленниками в Израиле? Ну, в самом Израиле их не показали. Ну, Игорь Валерьевич говорит о том, что этим занимается Шабак, служба внутренней безопасности, а полиция не в теме, но как-то Герцлия не стоит на ушах. Ну, поверьте, там довольно компактный городок, это локация, где обитают не самые бедные представители еврейского народа, в том числе и довольно много выходцев из Украины, которые там обзавелись недвижимостью. Ну, минимум такая средней руки вилла стоит от 5 миллионов долларов. Вы понимали, что это такой элитный район. Ну, как-то там все тихо. Вот это вот наводит на мысли, не блефует ли Игорь Валерьевич. Зачем? Да. Знаете, вот это из серии, он же шахматист, он прекрасно понимает, что угроза страшнее исполнения. А вот так набрасывать, вот, возникает тогда вопрос, ну, коль скоро там вилла Миндича как раз напротив виллы Коломойского, ну, как-то перепутать, тем более, что ну, вилла Коломойского не запущена, там до этого довольно долго жил Александр Дубилет, сбежавший глава Приватбанка. Ну, не младший Дубилет Джуниор, который тут фейковой переписью населения занимался. Такой эрзац его имени, а папа старший, который там длительное время жил. Ну, вот, у меня все-таки ощущение того, что ну, откуда вот такие нюансы. Пистолет Макарова, с глушителем, там служба внешней разведки. Ну, как-то это немножечко не стыкуется. И плюс из Израиля как-то там тишина. Так он, Коломойский, сам сказал, а что вы хотите? Это же там не будет никаких сообщений. Это... Нет, ну это Игорь Валерьевич пользуется тем, что большинство наших сограждан имеет весьма смутное представление о специфике Израиля. Израиль очень маленькая, компактная страна. И подобные происшествия, они, ну, тем более, что там единого марафона нет, там шину в мешке не утаишь. Как-то вот все. Ну, смотрите, там же еще такой нюанс, что украинское посольство как бы выдало оружие.
Это как бы прямой Да, намек на то, что да, украинская власть как бы хочет убрать Миндича. Ну, смотрите, тема в тренде, тема интересная, ввиду того, как «Квартал» издевается сейчас над Миндичем, показывают люди, которые посмотрели новогоднюю запись выступления новогоднего «Квартала», прям пытаются обелиться, очернив своего бывшего хозяина. Это прям так по-украински, так да. по-украински. Ну, вовремя предать или сдать, это не предать, а предвидеть. Вот. Но тут в данном случае и кварталу ничто не угрожает, а понятно, что осадочек относительно того, что квартал перестал быть смешным, он, я думаю, негативно отражается и на кассовых сборах. Ну, а это же прежде всего бизнесмены. Но некрасиво все это, конечно. То есть, тут и отношения Миндич к нам не имеет и так далее, хотя и коню понятно, что довольно плотно и долго сотрудничал с 95-м кварталом. Ну, таковы нравы. Чего ждать от, скажем так, перестановки слуг? Сегодня Не, ну, сегодня очень интересная новость пришла. Значит, первая и самая такая важная, это то, что будут убирать главу «Слуги народа» Шуляк и ставить да, да, Корниенко. да, да. Вроде как типа тема процедурная, но тем не менее это все смотрят в свете вот этих, в разрезе этих выборов. Но тут еще одна история. У Ну, себя в телеграм-канале Руслан Кравченко, это генпрокурор Украины, мгм. публикует, что, в общем, сегодня полдня говорили о том, что, в общем, его собираются увольнять. Увольнять собираются. И тут, как бы потом не подтвердили эту информацию, и пишут, что, в общем, не собираюсь в отставку, я на своем месте, продолжаю исполнять обязанности генпрокурора, я знаю каждого, кто работает сейчас против меня, и прокуратуры, как и институции. Можете не сомневаться, не маскироваться. Я приду за каждым лично. Сидишь и... Ну, Послушайте, ну, может, я что-то... Я постоянно слежу за новостями в Украине. Может, я что-то пропустил. А кто ему так соли на хвост насыпал, что он собирается лично за кем-то приходить? ну, там, учитывая то, что ну, информация, по-моему, Игорь Мосейчук там сделал очень предметную наводку на том, что кто у нас блогер в Вене с молдавским паспортом, Сияр Куршутов. То есть, ну, это один тоже не чуждый упражнением в политтехнологиях персонаж. Вот. И, судя по всему, вот пошла так довольно интересная игра. Ну, вот, кстати, упомянув Корниенко, то, что произойдет, ну, понятно, другое. Ведь Корниенко в предыдущей жизни был известен как один из политтехнологов. Там, правда, из Николаева, ну, не входил в топы, но да, довольно был заметен. То есть это, как, кстати, вот в момент приближения выборов. Понятно, что ничего, от съезда слуг ничего не ждут потенциально. Она скорее ждет отъезда слуг, чем съезда. Вот. Но показательно то, что Шуляк это все-таки протеже Андрея Борисовича, учитывая то, что пока вот, антиермаковский альянс активно пытается перехватить бразды. Ну, тут вполне скажем, ротация на Корниенко, она вполне логична. Я еще один момент, кстати, вот по выборам. Впервые, ну, я 10 лет не помню, чтобы кто-то минусовал Левочкин. Ну, вот на этой неделе была небезынтересная публикация, там со ссылкой на его предыдущую жену Ликачеву. По-моему, она тоже творческий человек. Вот. Ну, прям просто сюжет как по 10 негритя. Там отправил ее бойфренда, постарался, чтобы его отправили на войну. Ну, помните, в 10 негритятах там полковник, который любовника жены послал туда, откуда они возвращаются. Ну, ничего, скажем так, для украинской политики ничего необычного нет, но обычно Левочкин последние 10 лет благополучно избегал вот таких сюжетов. Ну, значит, очевидно, вот этот наметившийся антиермаковский альянс, ну, идет такая перегруппировка, то есть идут торги.
под ковром, они не видны, но какие-то процессы там, кто-то кого-то очевидно кинул. Имеем такой выброс. Ну и не стоит забывать, я об этом уже ранее говорил, о том, что как начинается конкуренция за вот эту электоральную нишу наследников Опоблока партии регионов там, по областям Востока и Юга Украины. Вот, выяснение отношений между испанским блогером и другим блогером, народным депутатом, который находится в санатории Деда Лукьяна. Это как раз из той же серии. Я думаю, это все будет, чем дальше, оно будет набирать обороты. Может быть, в следующих передачах там размножу, попытаюсь дать пассианс тех политических проектов, которые могут претендовать на эту нишу, но там тоже будет борьба не на жизнь, а на смерть. И так или иначе. Ну, хорошо, если там как бы не касаться полного расклада вот этой политической борьбы. А что за история с продаваемой российской стороне украинской оппозиции, правильной оппозицией, ну и фигуре Деркача, который, как там, Героя России получил недавно? Да. Ну, знаете, вот ничего удивительного нет. Как-то это пришлось общаться, ну, как-то вот рука у народного депутата была очень такая мягенькая, то есть, ну, такое не мужское рукопожатие. Ну, очевидно, в Кремле оценили заслуги. А сейчас, как я смотрю, что те информационные ресурсы, которые работают на банку, активно пытаются отмыть вот эту тему, чтобы не падало, что, дескать, это Деркач – это продукт кучмовской, потом ющенковской, порошенковской эпохи. Ну, что тут. Но один из как-то очень аккуратно обходит тему, том, что он фактически был одним из хозяев Сумской области. И избирался там по мажоритарке, и невзирая на зеленую волну, там у него все там было хорошо, все схвачено. То есть, ну, понятно, что как-то Энергоатом, ну, это вопрос скорее тем структурам, допустим, той же службы безопасности, которые занимаются контролем за энергетикой, то есть что там происходило и что делал Деркач, что он лоббировал, что это было оценено, ну, кресло сенатора от Астраханской области, звезду и Героя Российской Федерации. Очевидно, ну, нечто весомое. Ну, хотелось бы знать ответ. Но пока пытаются отмыться, чтобы эта тень это не бросала тень на Зеленского и команду, что, дескать, вот. Ну, другие указывают на то, что это была операция, ну, как помните, пресс-конференцию там с участием Кулика, Дубинского, когда там были озвучены «жму руку, обнимаю», что это больше было против Порошенко, нежели там против Байдена и так далее. Но как бы там ни было, запомнили именно это. Как вы думаете, выборы, если все-таки это будет, ну не то, что не фарс, да, а будет, чем ближе к выборам, тем дальше у нас будет интрига, кто же возглавит офис Зеленского, и почему он так вдруг взял и отказался от, ну чуть ли не от офиса открестился. Понимаете, то есть как-то странное какое-то поведение. Обещал, но очевидно, муки выбора. Ну, сегодня, правда, там мелькал уже Палиса вот в этом купянском сюжете. Вот. Но Палиса это, понятно, протеже Андрея Борисовича, который, по-моему, угнездился на улице Нагорной, там, где находится офис службы внешней разведки. Может быть, там он обустраивает свой. Ну, у нас была офисно-президентская республика, но, очевидно, Андрей Борисович пытается там уйти, но, как говорится, при этом задержаться и выстраивать такую бэк-офисную президентскую республику, поскольку очень многие говорят о том, что без деятельного участия Андрея Борисовича, ну, президент превращается в хромую опыт. Так об этом и Коломойский говорит. Причем непонятно, с сожалением или с радостью.
Да. Не, ну, судя Коломойский, так, судя по всему, своим, с кем ему приходится общаться, очень внятно дает понять, я его породил, как говорится, я его и похоронил. Вот. Это позиция Игоря Валерьевича. Но пока он, я думаю, что не выложил далеко вот этот вброс. Мне кажется, что он что-то пытается прикрыть, пока то, что он собирался сказать, но не сказал. Но я думаю, это прозвучит. Всему свое время. А Коломойский знает архи много, начинает там, ну, и есть у него там начиная от 40 миллионов, которые, как говорится, за услуги там, по отмыву там, на офшорную компанию, и заканчивая там, то, что происходило там в 19-20 году, когда он еще так был на коне. Он слишком много знает. Ну, Говорят, Зеленский миллиард украл. Ну, ходят такие слухи. Собственно, поэтому очень пикантно звучит информация, что Умеров с Пателем встречался там ну, Умеров, как бы там ни было, А он за кого? Он за себя. Он за себя. Вопрос в другом, там, чей клиент. Ну, понятно, что не только гражданин Украины, еще и гражданин Соединенных Штатов. Вот, но там еще и турецкий хвост. Ну, Умеров, прежде всего, его волнует личная безопасность и, как говорится, и возможность уйти от неприятных вопросов. А то, что эти вопросы, я не знаю, там миллиард, не миллиард, но то, что может всплыть там по американским деньгам, ну, понятно, там американцы не питают иллюзий, с кем имеют дело, но когда дело касается денег американских налогоплательщиков, могут спросить. Павел Иванович не даст соврать. Вот, и как бы так ни повернулось, что вот эти петляния могут обернуться тем, что вместо второго срока пойдет на первый. Только, ну, вы поняли намек. Ну, видимо, да. Смотрите, значит, на фоне всего этого мы видим, как Трамп вдрызг ругается с Европой. Причем ему там жестко отвечает Урсула, а мы вот, в общем, там сейчас разрабатываем, там, Зеленский буквально во время нашего эфира написал 3 переговорных трека. Первый в Германии, там Гнатов, начальник генштаба, оборонку курирует. Второй трек — это США, да, там Свириденко экономикой занимается. Всех координирует, собирает до кучи Умеров. Короче, вот такие 3 богатыря, да. Или там 2 богатыря и богатырша. Короче, в общем, занимаются переговорами. На этом, но параллельно с этим Трамп бьет горшки с Европой, причем довольно-таки лихо. Говорит, из НАТО хочу уйти. А что нет? Ну, по-моему, капитанная очевидность. По-моему, об этом только ленивый не говорит. В том, что Трамп объединенную Европу ненавидит людской ненавистью. Вот, и не витает, мы же помним, потому что накануне Гаагского саммита НАТО, как нервничали по поводу, не выйдут из Соединенные Штаты из НАТО, не побьет ли окончательно горшки, ну ведь нет Соединенных Штатов, нет НАТО. Соединенные Штаты — это 82% бюджета НАТО, чтобы для понимания. Ну, а кто, как говорится, девушку кормит, тот ее и танцует. Ну, погодите, похоже, сейчас Европа, ну, НАТО, да, хочет танцевать Америку. Ну, если у Европы ресурсы для обеспечения, то есть, чтобы заместить Америку, ну, я скептически смотрю, да, европейские возможности. То есть, и понятно другое, то, что Трамп настроен больше иметь дело с национальными правительствами, и, я думаю, процесс, как я называю, урбанизации Восточной Европы дальше будет набирать обороты. Впереди избирательный цикл 26-27 года, и мы можем увидеть весьма-весьма такие результаты, которые очень сильно могут расстроить Брюссель.
Трамп хочет, чтобы Италия, Венгрия, там, Австрия ушли из Евросоюза. Об этом прям пресса пишет, и это опровергает Белый дом. Откуда такие мысли? Ну, вот как раз из отношения Трампа к Евросоюзу. Ну, по сути, мы видим то, что и вот в мирном плане Европа выпилена из, как говорится, субъектов мирного регулирования. Трамп очень четко дал понять, что у него свои виды на российские активы, никаких репарационных кредитов, ну, переводя, опять же, на простой человеческий язык, никаких там телодвижений с российскими активами, то есть у меня свои виды, и я обо всем уже договорился. И мы видим то, что несмотря там, как обострились отношения между премьером Бельгии там, и чиновниками Евросоюза, там тоже пошел обмен любезностями. Ну, по-моему, с репарационным кредитом вопрос практически закрыт. Ну да, там Британия там, заявила, там, что она готова там, 10 миллиардов российских активов передать Украине. Ну, тут же британские банкиры возбудились. Нет, это плохо, не надо так делать. И, ну, поэтому Ну, Европа... поэтому никто ничего Да, не делает, понятно. Смотрите, да, тут очень тонкий такой нюанс. Россия, как-то московский арбитражный... Короче, на Евроклир подали в суд. Ну, там по всем инстанциям, чтобы надо у себя сначала подать. Хотя они вроде как, ну, в общем, не стыкуются с вот этими европейскими судами. Но, тем не менее, в суд как бы подали. И возникает вопрос, зачем? Нет же сопряжения никакого. На Евроклир, который использует проценты российских замороженных активов, ну, понятно, в погашении да, да. кредитов на Александр, войну. лучшее средство защиты – это нападение вот в данной ситуации. То есть это такая контратака. То есть еще, ну, и в Москве это делать умеют. Ну, нет же Тут никакого расчета, что Евроклир будет исполнять решение Московского арбитражного суда. не, естественно, но это создает, кажется, очередную, еще одну точку напряжения. Это, э, собственно, это создает проблемы для телодвижений в сторону там, конфискации российских активов и кажется, играет на руку тем, кто возражает. Ну, тот же премьер Бельгии Вивер будет наверняка кивать в сторону вот этого иска. То есть вы готовы там гарантировать? Нет. Ну, Германия же там Бундестаг четко, там, по-моему, только 75 депутатов Бундестага проголосовали, кажется, поддержать вот эту позицию относительно конфискации российских активов. 400 с лишним депутатов высказались против. Вот, как бы там ни было, но все-таки голос Германии, это его так или иначе он будет услышан. Есть еще один такой важный аспект всего происходящего. Значит, потужность Зеленского в районе Купянска с награждением, с фотографиями на 17-й iPhone возле Стеллы дает обществу немного другой сигнал, что будут дальше грести всех подряд в армию. Сегодня уже в Луцке, например, женщины записывают видео, возмущаются, говорят, моего племянника, а ему 16 лет, просто здоровый, видимо, ну, вырос, да, и его прям возле подъезда скрутили, привезли в ТЦК, говорят, ну, посмотри, он же он в школу шел, вот портфель, книжки там, школьные учебники, ну, в общем, как бы ситуация такая вышла. Но это же не просто ошибка там на местах, просто росленький попался 16-летний парень, а это сигнал, что, ну, в общем, ТЦКшники будут готовы заметать всех. Ну, увы, собственно, мобилизационное напряжение Украины налицо. Вот. И, судя по всему, вы абсолютно правы, да, то, что будут пытаться закрутить гайки с мобилизацией, только в нашей ситуации это не решает проблемы Сбройных сил Украины. Такая мобилизация. Ну, и другой пример, вот, знакомый рассказывал, человека с двумя судимостями, там, по тяжелым статьям, со статьей
психическое заболевание, ему водительские права не положено. То так прихватили, причем, ну, и уже в учебке с оружием в руках. То есть, когда жена приехала и показала документы, там командир схватился за голову, оружие забрали, отправили в психиатрическую лечебницу на комиссию. Ну, и таких примеров пруди. Вот. Другое дело то, что когда нахватывают тех людей, из которых там из сотни, там и десятка не набирается тех, кого можно отправить на выполнение боевой задачи, а люди, которые по состоянию здоровья, по своим, по психиатрии, в конце концов, по мотивации, они не в состоянии идти на ноль. Ну, когда человеку 50 лет, ну, надень на него бронежилет, у него там позвоночник слопывается. Ну, и, естественно, это все ложится на этих людей, как говорится, так или иначе, форма, питание, денежное довольствие, тратятся те ресурсы, которые, ну, мертвым грузом. ЗСУ нужны активные штыки, а получают едоков, от которых проку мало. Но главное это ЦК, поставить галочку, план выполнен. Я всегда считал и считаю, что вот за всем этим мобилизационным беспределом стоит такая вполне осознанная полицейская мотивация, чтобы сидели и боялись. Ибо запуганный обыватель, ну, он эквивалентен хорошо накормленным. Это тем более, что в преддверии выборов это особенно актуально. С другой стороны, более чем вероятно, и, говорится, если дадут понять, что не хотят видеть Владимира Александровича среди потенциальных номинантов на гетьманскую булаву, что второй срок нежелателен, если это будет жесткий сигнал, то и пропадет интерес к этой теме. Ну, сколько уже раз так было, много говорили о выборах, это заканчивалось пшиком. Так может быть и в этот раз. То есть, если увидят, что его, то, чего он хочет, он не может получить, то есть это точно так же тема стухнет. Ведь самое главное не вопрос в том, что ведь Конституция не запрещает проводить выборы во время, там нет прямого запрета. Это есть в законе о военном положении, но ради уже лежит, там ради, как говорится, проголосовать в Раде в первом и втором чтении и вперед, и, как говорится, проблема снята. Но, Нет, ну подождите, а вот вы думаете, да. реально проголосуют за Зеленского? Ну вот как оцениваете ситуацию Не, политически, именно ну, как профессионал, не то, что там... Мне кажется, что, не, ну вот так если... смотрите, Александр, конкурентные выборы, если будет, ну, Да более-менее... любые, причем, подождите, любые выборы. То есть изначально, вы помните, как выбирали Раду? Хоть за табуретку они готовы были все голосовать, потому что там он шел под брендом Z. Да. А сейчас же обратный эффект. То есть все, кто под брендом Z, вообще за любых будут голосовать, но только не за Зеленского. Такое же складывается впечатление. Забежали вперед. Ведь речь идет не о выборах Верховной Рады, а о выборах президента. Да. То, что... А выборы Рада может еще посидеть. У нее проблем в том, что она пересидела, нет. А это пересидент у нас Владимир Александрович. Вот, и об этом идет речь. А в этой ситуации что он может сделать? Естественно, использовать административные ресурсы, неважно, как вы проголосовали, важно, как мы посчитали. То есть отсюда, тем более, что там вдохновляли примеры молдавских выборов, но как сорока на хвосте принесла, о том, что американцы категорически против таких инноваций, как цифровое голосование, то есть вот эта идея сделать, ну, Федорова там голосование через идею там зарублено на корню, равно как американцы не приняли идею там говорят, умеров там 40, 60, там 60, даже 40 дней, то есть предельное сокращение сроков кампании. Ну, как бы это было на руку, собственно, президенту, поскольку у него есть информационный, организационный, финансовый ресурс, чего пока концентрации чего нет у его потенциальных конкурентов. И я с вами согласен, да, голосуют, как правило, не за, а против, особенно на президентских выборах. Но в условиях военного положения очень легко делать так, что посчитают так, как надо.
И плюс контролируемые голоса. То есть миллион голосов ЗСУ это контролируемые, так или иначе. То есть там... Так а как контролируем? Подождите, вы считаете, что... Ну, то есть, если армия вся такая раз и проголосовала за Зеленского, это... Ну, и как бы вы думаете, что это априори так будет? Я же говорю, приводил пример. Ну, к примеру, начинается подсчет голосов, выключается электричество. Ты проверишь, какие бюллетени где оказались. Это очень легко положить там, на избирательном участке там, несколько сотен бюллетеней, там, правильно заполненных. Ну, так раньше делалось. Вот мужичок вываливает урну, и в этот момент гаснет свет. А у мужичка под свитером пачка бюллетеней. Ну, такие, ловили такого, ну, это на выборах Верховную Раду, 98 год. Ну, как говорится, кейс из жизни. Ну, а что такое, там, несколько сот бюллетеней? Ну, так картина голосования радикально переворачивается. И не важно, что там не бьется с численностью пришедших. Ну, протоколы заполнят так, как надо, то есть не придерешься. А пересчитывать, вскрывать потом, ну, организовывать там аудит, ну, никто не будет. Понимаете, тут в этом всем процессе избирательном у меня прямой вопрос. Как в этой ситуации будет влиять ситуация с фронтом? Имеется в виду на ход так называемой предвыборной кампании так называемых выборов. Вот Рёбке пишет о том, что Северск полностью захвачен российской стороной. Все, как бы сливайте воду. Украинские какие-то военные говорят, нет, нет, опровергаем, Рёбке врет все, не верьте Рёбке. Ладно, Рёбке безуглая говорит, что это все беда-беда. По поводу Купянска вообще говорит, что там одни бандиты вокруг президента собрались, там всякие Черкашины, менты вот эти все пристроились, звездный час у них к светлому лику зеленейшего, понимаете? Все пристроились, а на самом деле там хартия не благодаря, а вопреки, собственно, там провела какие-то успешные действия, убили 1000 российских военных, ну, такие цифры называют, серьезно. Ну, там же как, понимаете, убили, докажите. Посмотрим на следующем обмене тел. Тоже очень интересен такой момент, потому что, опять-таки, этот рывок возле Купянска, его запомнят. Соответственно, пройдет сколько там, ну, месяц максимум, 2. Ну, и надо будет меняться телами, и вот посмотрим, как работает вот эта история, когда... Почему у россиян больше тел? Ну, они ж наступают. Вот у них остаются. Да. Да, там мне на прямом эфире задали вопрос, ну, россияне же не быстро наступают, вот почему не забирают? Ну, знаете, вот как реалии этой войны, когда ты отправляешь там несколько человек забирать погибшего, а в результате получаешь несколько погибших. Ну, львиную долю потерь сейчас наносят FPV-дроны, а там не разбираются. Нет такого вот, как во время Отечественной войны в похоронные команды не стреляли. Тут видят, что появился противник, гасят без всяких сантиметров и разговоров. Поэтому, ну, так или иначе, забрать, раненого забрать, это сверхзадача. Ну, а тем более, кто за погибшим, никто никого не посылает. Вот, поэтому, соответственно, это такой процент. Но количество, то, что в 55 раз больше, ну, это да, это такой звоночек. Ну, как бы там ни было, но так, опять же, отталкиваясь от мнений людей, которые видели все это собственными глазами, 100 тысяч мы еще в 23 году перепрыгнули по количеству погибших. То есть, когда президент рассказывал про 30, ну, у нас было хорошо за 100. Ну, понятно, я думаю, там речь не идет, там, как та сторона говорит, там, 1, 1,5 миллиона, но то, что несколько сот тысяч, это что же, это чьи-то трагедии, чьи-то семьи. То есть, чьи-то отцы, мужья, братья. Скажите, 200 тысяч. ну вот все-таки у меня более предметный вопрос. Ну вот смотрите, Северск потеряли.
Мгм. И будем долго говорить, что это не так, говорить, что нет. А вот, например, смотрите, Купянск потерян, но мы там двинемся куда-нибудь в бешеное Да. контрнаступление на подступы. Ну, кстати, между прочим, сейчас и российская сторона заявляет, что пытаются давить с севера и с юга. Да, что контратакуют в самом Купянске. Да, Ну, это российским, да. и поэтому тут как бы ситуация для российской армии напряженная. И вот получается с двух сторон жмут, видимо, ну, скажем так, приезд Зеленского, мотивация, в общем, надо что-то показать. Но вопрос же в другом, понимаете, в чем дело? Я помню, например, в Константиновку, помните, это Константиновка, Часов Яр, Да. вот это направление. Мгм. Ну, туда несколько раз заходили, потом Но, отходили. Ну, но вот ну, Ямполь брали 2 раза. Вот это вот, мне да. кажется, я не путаю, Ямполь. То есть конкретно. И потом взяли все-таки. Сейчас вот И Северск. да, и в итоге потеряли. Вот, увы, Александр, с Купянска российские военные не слезут. Купянск узловой – это одна из, ну, учитывая то, что снабжение российской армии очень плотно привязано к железной дороге, но значение этой узловой станции, то есть для того, чтобы там идти на славянско-краматорскую агломерацию и охватывать. То есть, ну, тут все очевидно. Поэтому итог будет такой же, как и с Часов Яром, с Солидаром, Бахмутом, Авдеевкой. Ну, вроде бы, да, держимся, вроде, ну, там и россиян уже дважды протрубили, что Купян взят, но, по-моему, учитывая соотношение сил и наличие резервов, то есть итог вполне предсказуем в Купянском. С него не следует. Так вот, и вот тут у нас, давайте я просто политтехнологически хочу вам вопрос задать, да? И тут у нас, смотрите, потеряли территории, потеряли еще там населенные пункты, и еще. Ну, никак ты не можешь проводить выборы и переизбираться на этом фоне. Ну, вообще никак. В Вот смотрите, нормальном... если бы вот сейчас, например, запустили эту волну, что там 3 села вокруг Купянска отбили, например, там завтра голосование, или там послезавтра, да, или там через 3 дня, и все таки ну это ж Зеленский, он же там, смотрите, не побоялся возле Стеллы, он города наши возвращает. Пошли за него и проголосовали. Ну так не будет. Знаете, вот как, я помню, одна из игр методологов, ну, которые учили наших своих последователей политическим технологиям. Там одна из вводных: мнением избирателей можно пренебречь. Вот. То есть явно вот реальности, их постулат реальности нет, ее создают. Вот с этим можем столкнуться. То есть когда любой намек на то, что президент привел войну, эту войну проиграл, он будет жесточайшим образом выжигаться, глушиться. То есть и будет, ну, будет создаваться, скажем так, вполне предзаданная информационная картинка. А то, что 90% будут против, это никого волновать не будет. Результат будут рисковать. Это в варианте выбора в условиях военного положения. Если выборы проходят конкурентно, естественно, такой фокус не пройдет, поскольку об этом, ну, будут говорить все. Естественно, необходимой тотальности информационной составляющей не получится. Поэтому тогда, ну, когда все кричат, что король голый, но вот эта балансная картина, она разрушается. В противном случае, я же говорю, если будут выборы в условиях военного положения, то Зеленский вполне может там сделать результат, нарисовать. Подведем итоги нашего сегодняшнего голосования. Оно вот такое. Купинские успехи ВСУ. Это 7% жест доброй воли России, 9% потужно укрепляет позиции с США, 13% прикрыли договорняк обмена землями, и 72% говорят, это все временно, скоро все покатится назад. Потому что опять картинка классная, все замечательно, 39 секунд испугавшегося Зеленского. Я даже не пойму, что он испугался. Наверное, за iPhone, потому что новый, дорогой.
Вот. Ну, это так, если так. И когда, Александр, когда там прилетает, там не смотришь, у тебя в руке новый iPhone, падаешь куда попало, в грязь, там снег, может быть. Это от человека зависит, понимаете? Ну, вот смотрите, гораздо увереннее, я имею в виду, смотрите, без личных оценок, это важно подчеркнуть, а то сейчас там скажут еще какие-то эти. Ну, Соловьев-то увереннее смотрелся в центре Покровска сегодня. Да, То есть да. они спокойно шли, вешали флаг, поднимали, там нет, ну, какие-то, ни дрона тебе не прилетело, ничего не прилетело. То есть это к вопросу там, сразу же все пишут, а что по Зеленскому не прилетело? Ну так по этим же тоже ничего не прилетело. Ну, Хотя, может быть, хотя это вот, была бы, конечно, мелькало, сенсация, там, да, вот это было бы ух. да, мелькало слово договорняк. Ну, как бы кто-то уже занимался вопросами безопасности президента, вот просто так в километре от противника там э, выставить его там на открытой местности. Смотрите, Ну, просто получается очень плохая с точки зрения, ну, вообще, позиционирования власти история. Очень плохая, отвратительнейшая история. Когда у нас получается, что Зеленский на перегонки бегает с Соловьевым по передку. ну, Понимаете, какой это статусный, ну, это, в общем, и так просто повелось, понимаете? да, Понятно, что два шоумена. то есть вы же видите, что и это не в плюс как бы Зеленскому абсолютно. Он говорит, у меня встреча с Мерцем, я еду в Европу, я тут по Брюсселям, и тут я такой Купянск, мы там спасибо, что укрепляете нашу позицию. Это абсолютно, и никто ему не может это рассказать, что ты Да, должен быть ну, в костюме, в защищенном дворце Мариинском, да, вот это все, должен с кортежами ездить, что ты должен на война, тебя должны беречь. А также получается, что первое, он сравнивается в медиапространстве с Соловьевым, ведущим ток-шоу на центральном канале, президент страны, ну, считающий себя президентом, да, просроченный, не просроченный, короче, другого нет, да, давайте так. То есть он сейчас на одном уровне, и никто не может ему объяснить. Зеленский, а кто? да возьми какого-нибудь там такого же прыткого, не знаю, министра какого-нибудь, еще кого-нибудь, ну, чтобы он так ездил, типа, опровергал. И вся страна, но это ж надо делиться с кем-то популярностью, понимаете? Ну, очень хорошо заметно, что рядом с Владимиром Александровичем сейчас нет людей, которые могут сказать нет, и которые, ну, говорят ему неприятные вещи. У меня То есть, становится впечатление, что с ним нет взрослых людей рядом. Взрослых. ну, с критическим мышлением, которые ну, способны анализировать, сопоставлять, ну, простраивать причинно-следственные связи. Таковых нет. Таковых нет. То есть президент с Андреем Борисовичем попал в окружение. Вот. И, похоже, несмотря на отставку, из этого окружения так и не вышел. Он находится в параллельной реальности. Перейдем к вашим вопросам, уважаемые зрители. Спасибо большое, что их пишете. Спасибо, что поддерживаете канал. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк нашему сегодняшнему эфиру, подписаться. Сделайте это. Значит, ваши вопросы непосредственно к вопросам из клуба зрителей. Андрей Владимирович. Андрей пишет, зачем Трампу новая G5? США, Китай, Япония, Индия и Россия вместо G7 и G20. Что это за такое предложение дедушки Дональда? Ну, это дипломатия Трампа в посудной лавке. По-моему, как бы там ни было, вот эти кадровые чистки в Госдепартаменте, конечно, там могут не нравиться глобалисты, но все-таки там под вот эту гребенку попало довольно много профессионалов. И, по сути, даже вот новая доктрина национальной безопасности, ну, она очень сильно перекликается с тем, что писал зам Блинкина Кэмпбелл при демократах, поворот к Азии. Вот. Ну, G5. К сожалению, мы, по-моему, об этом уже говорили, о том, что мы проиграли глобальный юг. Ну, учитывая то, что у нас герои, те, которые там взлохматили китайцев на 3 миллиарда, помните, был такой кредит на китайцы дали 3 миллиарда на покупку зерна, их кинули.
Потом кинулись Моторсичи. Ну, так надо было, прежде чем вместе с верительными грамотами украинскому послу, который полгода не мог вручить в Пекине. Там, ну, Стефанишина тоже уже там задерживается. Как-то не получается. А это демонстрирует отношения вот на дипломатическом языке. Ну, так надо было привести, чтобы наш посол, который не знает китайского языка, привез отрубленные руки. Юры Янакиевского или кто там еще там. Броуди там с ним участвовал в этих схемах. Ну, может быть, тогда китайцы как-то изменили. А так отношение в Пекине к Украине вполне себе определенное. Ну, и мы еще что-то хотим. А американцы прекрасно видят, что Китай, профицит внешнеторгового баланса $1 триллион. Что еще? Вот. Там не занимаются декоммунизацией, деколонизацией, хотя обиды у них вполне определенные остались еще на события чуть более чем столетней давности. Японцев, например, британцев там в Китае не любят, мягко говоря. Но, тем не менее, китайцы абсолютно прагматичны. И... Ну, смотрите, здесь вот я, кстати, соглашусь, это вопрос был из клуба зрителей, но я соглашусь сейчас с пользователем из чата, который комментирует. Значит, ну, это потрясающе, это так и есть, слушайте. Ну, есть уже G5, БРИКС называется. Да. Ну, то есть, вы видите, что он делает? Он берет G5, Да. себя и Японию добавляет и говорит в G5. Так это БРИКС в большей степени. Ну, мне тяжело, ну, там, представить китайцев и японцев там, ну, за одним столом едино. Так или иначе, но Европа для Соединенных Штатов становится, ну, в обозримой перспективе периферийной темой. Пользователь с ником Барин спрашивает, спросят ли после войны с полицией и ТЦК за все, что они натворили? К сожалению, нет. Там, ну, некоторые там наши политэмигранты там трибуналом, вот, знаете, мой практический опыт говорит, что никто, ну, найдут каких-то козлов отпущения, но по большому счету никто массово там разогнать там, патрульку или там какие-то другие там институции, которые поучаствовали в этом беспределе, никто занимался. В частном порядке могут. Ну, я вполне допускаю, что кто-то, вернувшись с фронта, там, тая обиду там, на быков, которые его упаковали там возле супермаркета АТБ по беспределу, там, набив физиономию. Слушайте, может, кому-то это... Да. Мне тут пишут, Да. Саша, что там ты какой-то уставший вид, ну, понятно, новости такие, там, ты. Слушайте, вот он повод для радости. И это не селфи с Купянском. Лидеры Таиланда и Камбоджи согласились прекратить боевые действия в течение 24 часов. Об этом заявил Трамп. Так завершил 9-ю войну. Но люди с критическим мышлением говорят о том, что Трампу удалось лишь одну войну, и то с заговорками. Но там же тоже не чуждый шоу-бизнесу человека прекрасно понимает, что важно, как говорится, первым, как говорится, громко прогукарекать, заявить, а там трава не растет. Так и вот с 9-й войной. Ну, там, кстати, украинские танки поучаствовали. Так, значит... Да, вместо ЗСУ поехали таиландская армия. Следующий вопрос. Андрей Владимирович, после подписания мирного договора с Россией не будет ли угрозы гражданской войны внутри Украины и не воспользуются ли этим теперь уже заклятые друзья из Польши и Венгрии? Такая угроза есть, риски есть, учитывая тот градус засевший в украинском обществе градус ненависти и нетерпимости, когда даже любой, ну, элементарно, чтобы общество выживало, то есть его сограждане должны научиться слышать друг друга. Но у нас любой призыв к диалогу воспринимается как слабость, как нечто ненормальное.
А с учетом вот этого зашкаливающего градуса агрессии, то риск сразу после войны окунуться в руину, он является очень высоким. Ну, а как все понятно другое, то, что и Венгрия, и Польша – это страны Евросоюза и страны НАТО. И просто так вот взять там и вернуть крест исходник не получится. Или это надо выходить из НАТО, из Евросоюза, плевать мы хотели. Восстанавливаем историческую справедливость, но иначе не получится. А вот то, что у нас, может быть, и сегодня мы, возможно, накануне грандиозного шухера, ну, Мгм. по-моему, совершенно очевидно. Следующий вопрос. Саша, добрый вечер. Господин Золотарев периодически высказывается в пренебрежительной форме о Куликове-Сергейцеве. У него что-то личное? Или с чем связано такое явно негативное отношение Андрея к этим своим коллегам по цеху политтехнологов? Прям интересно, пишет. Не лично, как людям, но как представителям цеха, то есть, знаете, у них есть люди, вот среди моих коллег, у которых такой ярко выраженный талант развести клиента на миссию. Вот в полной мере. Ну, у них, кстати, в команде насчет, как говорится, хватало профессионалов, допустим. Идея уличного телевидения неплохая, но в основном, ну, как говорится, весь их талант заключался в возможности, как говорится, в ресурсных возможностях клиента. Победить, используя неограниченный ресурс, но для этого большого ума не надо. А вот когда понадобилось того же Арсения Яценюка вывести на большую политическую дорожку, получился факап. Очевидно. Вот от этого и скажу. То есть, ну, ребята делают пальцы веером, но у них получается, когда есть безлимитная кредитная карточка со стороны клиента. А когда ограничены ресурсы и возможности. Вот поэтому у меня такое чисто, как говорится, цеховое отношение. Я вам Так. скажу такое. Тима и Дима приехали из Дальнего Востока, там они вели в 98 году компанию. У меня бы на тот момент было предложение там поучаствовать в кампании по мажоритарному округу Виктора Пинчука. Даже сделали пристрелочный опрос. Но поскольку до этого работал с Юлией Владимировной, когда уходил, было высказано такое пожелание там, меня и моему коллеги, партнеру. Мальчики, идите работать кому угодно, только не к Вите. Но партнер выслушал в одно ухо и пошел к Вите. Ну, а я, видите, какой дурной. Решил Ой, сейчас бы были эти, сейчас бы были из гнезда Соросового. ну, знаете, никогда туда не стремился. Чуть раньше, там, в 96-м году, то предлагали, но уже тогда просили откат за грант. Поэтому Так, никогда. значит, дальше. Во время войны оппозиционные партии в Раде не возмущались беспределу власти, не критиковали бусификацию, а теперь вся эта Естественно. псевдооппозиция — политические трупы, потерявшие доверие. Ведь на следующих выборах избиратели могут задать вопрос, почему депутаты не защищали права своих же избирателей. Или за этих политических хамелеонов опять будут голосовать, как вы думаете? Да, да, увы. К сожалению, наши сограждане обманываться рады. Вот такова реальность. И сколько раз это уже слышал, что больше не дадим себя обмануть, и так, все продолжалось. Ну, конечно. Это с 90-х годов. Вот, когда там едешь в поле, общаешься с людьми, не дадим себя обмануть, это вот прохиндеи, там, да. Но потом появляются новые лица, все возвращается на круги свои. Поэтому насчет того, что понятно, да, гнилое поведение, там, не спорю. Мы, по сути, закрывали глаза и акцептировали вот это. Никто же не подавал ни депутатских запросов, ничего. Но, тем не менее, это не помешает им по-прежнему там, фигурировать на сцене. Андрей, какая вероятность, что Россия предпримет поход за Одессой и Николаевым после встречи с Эрдоганом и теракта в Черном море?
Пока обозначают такую угрозу. Ну, там, устами экспертов, там, ну и карта, в конце концов, у Герасимова. То есть четко, то есть не захотите договариваться на этих условиях, другие будут хуже. А хуже в чем? Ну, в том числе и включая там, уже раз тема была вброшена, значит, там может там э, и перейти в практическую плоскость. Но пока это до этого не дошло. Мгм. Пока. Да, следующий вопрос. У нас вот такой. Да, вот. М, Как эксперт относится к политтехнологу Ищенко, Петр спрашивает. Э, Ищенко, работающий на Украине.ру, ну, довольно талантливый журналист. Я его не как политтехнолог, ну, а скорее как... Не, я так понимаю, что тоже это бывший наш. Да, 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 да. Ну, Украина.ру там такой Это с Украины.ру? ММА. Да, да, да. Ну, Он как один. бы, я с ним, ну, это того еще, я так Ну, он понял. еще с 2014 Да, года. это ушедший с 2014 года политтехнолог. Он, по-моему, был помощником у табачника, если мне не изменяет память. Ну, вот. Ну, он больше все-таки, знаете, есть же нас называют политтехнологом, просто политических консультантов. Ну, могу назваться политтехнологом, поскольку я работал непосредственно с компаниями там, мэров, народных депутатов. Ну, некоторые считают это правильно, это избирательный технолог. Ну, не суть в его определении важно. У меня просто есть, как бы там ни был, послужной список, там, не выдуманные, а реальные там, персонажи, с которыми приходилось работать. Значит, вот такой вопрос. Как спикер считает, когда Россия, в скобочках Путин, ухудшит условия для Украины? Когда начнется новый, ну, ну как бы новый виток? Ну, если вот, после 25-го не будет никаких подвижек практически, я думаю, что следующие условия могут там всплыть где-то февраль, март, но они будут по определению для Украины намного. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что сегодня побывали на нашем прямом эфире. Андрей Владимирович, спасибо вам большое за время и мысли. Традиционно желаю добра и света. Это этой зимой особенно актуально для всех жителей Украины. Причем, знаете, я всегда очень радуюсь, когда есть людям чему порадоваться. Ну, так хочется, чтобы было больше поводов для радости настоящих. Чего, собственно, вам и желаем. Берегите себя.